Друзья, сегодня мы сделаем одно из любимых блюд многих болгар. Часто данное блюдо ассоциируется с Грецией, но на самом-то деле оно очень популярно среди всех стран Балканского полуострова. В данном видео сегодня я вам покажу и расскажу, как сделать настоящую болгарскую традиционную мусаку. Она готовится очень легко, а на вкус просто безупречная. Как всегда, следите за руками, а мы поехали! Начинаем с подготовкой нашей картошки. Я взяла 800 грамм и нам нужно ее почистить. Я ее почистила, и прежде мы начнем ее нарезать, нам нужно включить духовку на 220 градусов. Теперь наша картошка нужно нарезать кубиками, где-то сантиметр на сантиметр. Если мы берем греческую мусаку, там картошка не режется кубиками, а ломтиками и обжаривается на сковороде. Мы ее будем приготавливать в духовке, запекать ее будем. Вот какие у нас кубики получились. Есть более большие, есть более мелкие. Но это идеальная нарезка именно для мусаки, болгарскую, напоминаю. Это отправляем в емкость, там где мы это будем все смешивать и, собственно, делать мусаку. И нам нужно реально чуть-чуть просто так сбрызнуть с олейкой. Обычной олейки, никакое оливковое масло и все прочее. Вот так размешали и отправляем где-то на минут 15, чтобы картошка как бы подготовилась и поджарилась. Слегка. Стало мягче, короче. Теперь нам нужно заняться нашими овощами. Мистер лук и мистер помидор. Нарезаем лук на мелкие-мелкие кусочки. Теперь нам нужно пожарить лук на сковородке на обычном растительном масле до прозрачности. На медленном огне. У господина помидора нужно убрать кожицу, поэтому мы делаем вот такой разрез. И заливаем кипяченой водой. Буквально где-то около минутки мы их вытащим, промоем под холодной водичкой и снимем кожицу. Теперь нам нужно нарезать помидор на мелкие кусочки. Как нам это нужно сделать? Разрезаем на две половинки. Попку мы убираем, потому что она твердая, невкусная. Это же не те домашние, помните, бабусини помидорки, которые мы раньше крали в саду. Так, разрезаем вот так. Потом, вот такие произвольные, ребята. Не нужно под миллиметр все это резать. Мельче получится замечательно. Но не каждый умеет мелко резать. И вот так с ножиком просто проходимся. Помидор должен чувствоваться, как у нас получается. То же самое делаем с остаток помидоров. Ой, он очень скользкий. Наш помидор уже нарезан. И теперь нам нужно его добавить к нашему луку. И чуть-чуть поджарить. Добавляемся абсолютно все соки, которые выпустил на доске наш помидор. Для болгарской мусаки нам нужно взять фарш 50% говяжий, 50% свиной. Вот как у меня. Вот какой красивый фаршик. И теперь мы его обжариваем до готовности на сковороде. Не добавляем пока что соль. Сначала чуть-чуть обжарится, а после этого мы его приправим. И теперь мы поговорим по поводу приправ. Любое блюдо, которое ассоциируется с болгарской кухней, имеет несколько такие, знаете, типа традиционные приправы. Это паприка копченая и чубрица на болгарском. По-вашему, по-моему, это чебрец. Это очень ароматные приправы, которые, в мусаке, они просто must have, они должны быть там. Они делают вот это, знаете, вишенку на торте. Поэтому в нашем мусака тоже я добавляю эти две приправы.
Вот, собственно, как выглядит копченую паприку. Вот наш чебрец и соль. Соль мы добавляем 1% от количества фарша, который мы взяли. Ну, давайте добавлять. Наш фарш готов. Посмотрите, как он получился. И я не добавляю дополнительно олею, потому что он сам по себе как бы жирноватый. И чтобы не стало слишком жирно наша мусака, поэтому чуть-чуть просто я добавила, когда обжаривала лук, и все. И смотрите, достаточно много жира у нас есть. Теперь нам нужно собрать саму мусаку. Я взяла еще одну емкость, там мы смешаем наш фарш с картошкой, чтобы нам просто было легче это все сделать. Отправляем фаршец. Прям Болгария чувствуется. Приправки. Класс. Так. И добавляем картошечку. Мусака делается либо в глиняной посуде, либо в керамической, но не в стеклянной. Поэтому у нас такие махинации здесь сейчас. Перемешиваем нашу картошечку с наш фаршец. Вот хорошо, чтобы везде распределился фарш по картошечке. И теперь нам нужно этого все богатство опять вернуть в нашу форму для выпекания. Наша болгарская мусака отличается от греческой еще с тем учетом, что баклажаны у нас не используются. Главное, мы не трамбуем. Это должно быть, знаете, такое более воздушное, потому что когда мы будем заливаться заливкой, она должна просочиться везде, чтобы она везде как-то попала. Поэтому не трамбуем. Теперь мы поговорим по поводу заливки. Я перед каждое видео открываю YouTube и начинаю смотреть, что мои коллеги делают. И честно, я сегодня не выдержала и просто закрыла этого все, потому что там такая, с извинения, дичь делает, что это просто трэш. Они говорят, что греческая мусака делается с соусом бешамелью. В Болгарии делается тоже соусом бешамелью с каким-то молоком. Нет. В Греции есть замечательный продукт, называется йогурт. И греческая мусака делается именно с йогуртом. Болгарская мусака делается с киселым молоком. Это что-то схожее на йогурт, но просто более кисловатый вкус имеет. Поэтому мы берем обычный болгарский традиционный киселое молоко. В наше киселое молоко мы добавляем соды. Должна произойти вот такая реакция, чтобы это все шупнуло, появились пузырьки и все прочее. Вот. Смотрим, как это все будет происходить. Если у нас киселое молоко не шупнет, то есть не начнется увеличение, пузырьки, значит его в мусорку, бежим в магазине, покупаем более качественное киселое молоко. Потому что сейчас не все в магазинах у нас качественное. Так. Мешаем, мешаем. О! Видите, реакция начинается, вот пузырьки начинаются образоваться, значит реакция идет. Значит, у меня неплохое киселое молоко. Раньше бабушка делала сама, но это очень долго и геморно, поэтому я бегу и покупаю просто. Так, все. На этом этапе мы добавляем 3 яйца. Чпунг, ножик, клацнули, добавили. И все это хорошо перемешиваем в однородную консистенцию. Так, размешали. И здесь мы добавляем черный молотый перец по вкусу. И теперь заливаем нашу мусаку. Вот так и вот так. Теперь нам нужно чуть-чуть вот так сболтать, чтобы жидкость улеглась вниз, проникла между фаршем и картошечкой. Можете еще сделать вот так, слегка с ложечкой помочь, чтобы она хорошо проникла. Теперь наша мусака практически полуготова. Нам осталось ее запекти где-то на 200 градусов в течение 20-30 минут. После этого мы ее оставим, чтобы она отдохнула при комнатной температуре где-то около 30-40 минут. И после этого мы ее разрежем и попробуем вместе с вами. Haven't we made it, my love?
Друзья, наша мусака готовая, и она очень сексапильно смотрится, прям как в ресторане. В Болгарии при подаче мусаки добавляют еще киселое молоко отдельно. Если вам не принесли киселое молоко, то попросите официанта, чтобы вам его принес. Это очень важно. Это дополняет вкус. Давайте мы ее попробуем. Запах просто кайфовый. Так, киселое молоко. Ням-ням. Это очень вкусно. Прям как бабушка делала. Если вы любите болгарскую кухню, что-то новенькое, необычненькое, сделайте именно болгарскую мусаку. Я уверена, вы не пожалеете. Если вам понравился сегодняшний рецепт, ставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч. Пока!